Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня у нас с вами новый урок. Сегодня мы рассмотрим с вами такую тему, как аль-вакф. Вакф означает остановка, тема остановки. Итак, давайте начнем с вами урок и, как обычно, начнем с повторения. Первое. Читайте, вспоминайте, как вы должны прочитать по правилам таджвида. طيب. Тармихим. Букву мим мы читаем с назализацией, да? Тармихим бихиджаратин. طيب. لهم لهم لهم. Точно так же у нас присутствует назализация. Правило. Мим сакин. Алейхим. Алейхим гайри. Назализация отсутствует. Таэб здесь. Мим ба'ду. Что происходит? Нун мы заменяем на мим и читаем с назализацией. Следующее правило. Таиб. Здесь как мы читаем? Ман мы читаем с назализацией. Буковку нун мы тянем на 2 раза. Ман замара. Далее. Ман салихин. Мы читаем с назализацией, да? А именно танвин ан. Читаем с назализацией. Далее. Что здесь происходит? Как здесь мы читаем? Здесь у нас идет мад муттасиль, да? Мы тянем от 4 до 5. 4-5 раз. Отлично. Здесь то же самое правило. Тянем 4-5 раз, так как здесь у нас мад в одном слове. Фи. Здесь тоже мы можем тянуть от 2 до 5 раз, да? Можем 2. Фи анфусикум. На нун, помните, да? Там, где видите нун с сукуном, значит, там есть правило идгам. Итак, отлично. И таким образом мы с вами переходим к новой теме, а именно тема аль-вакф. Мы рассмотрим с вами некоторые, не все, скажем так, но основные правила, да? И поговорим о том, как правильно и красиво читать Коран, соблюдая его смысл и правила дыхания. Первое, что такое вакф? Вакф. Аль-вакф в таджвиде означает остановку при чтении Корана.
это временное прекращение чтения с намерением возобновить его. Правильная остановка позволяет нам брать дыхание и также сохранять смысл аятов, не искажая их значение. Почему это важно? Давайте рассмотрим. Во-первых, для дыхания. Коран содержит длинные аяты, и остановка позволяет читателю взять необходимое дыхание. Для смысла неправильная остановка может полностью изменить или исказить смысл аята. Это является серьезной ошибкой. Третье. Для благозвучия правильные остановки делают чтение более мелодичным и приятным для слуха. Существует несколько видов остановок. Мы же рассмотрим некоторые, важные остановки. Первая – это остановка. Эта остановка называется аль-вакф. Аль-вакфу ихтияри. Аль-вакфуль ихтияри. Что это значит? Это остановка, которую делает читатель по своему выбору, но при этом учитывает все правила. Остановка на слове, которое полностью завершает смысл и грамматическую структуру. После такой остановки можно начинать чтение с нового слова. То есть не повторять те слова, которые были до. Обычно эта остановка обозначается буковкой мим или то. Это может зависеть еще от мусхафа. Достаточная остановка – это аль-вакфуль аль-кафи. Остановка на слове, которое завершает смысл, но грамматически связано со следующим. Можно начинать с нового слова. Обычно ставится буковка джим. Хороший. Аль-вакфуль хасан. Это остановка на слове, которое имеет полный смысл, но грамматически и по смыслу связано со следующим. Желательно вернуться и начать чтение с предыдущего слова или фразы, чтобы завершить смысл, и обычно не имеет специального знака. Остановка по необходимости. Аль-вакфуль иттирари. Это вынужденная остановка. Когда у читателя, например, закончилось дыхание. Он читает или вдруг он кашляет, чихает. И в этом случае, если остановка была не на полном или достаточном смысле, необходимо вернуться и начать чтение с того места, где смысл будет завершен. И обычно, прежде чем перейти именно к буквенным обозначениям, обычно, я скажу так вам, когда я начинала изучение Корана, учителя мне говорили так, поскольку не все знают арабский, и полностью сказать здесь смысл завершен или не завершен, так как пункты, которые мы с вами сейчас рассмотрели, они больше относятся к тем, кто понимает, что они читают. Но для тех, кто не понимает, а у нас таких очень много, то я скажу так, что мне говорил мой учитель. Если ты вдруг останавливаешься, у тебя заканчивается дыхание, и ты еще не дошла до буквенного обозначения, где сразу понятно, что здесь можно сделать остановку, то нужно вернуться на 2-3 слова раньше. Остановились по правилам, дальше взяли 2-3 слова, которые были перед этим, еще раз их повторяем, набираем воздуха побольше и начинаем 2-3 слова раньше и читаем дальше. Давайте теперь рассмотрим буквенные обозначения, которые также встречаются в мусхафе. Обозначение киля, коф лям яй, киля. Это предпочтительная остановка, желательнее остановиться. Давайте рассмотрим. Вот, например, вот так оно выглядит обычно в мусхафе. И здесь мы видим, Давайте рассмотрим именно вот этот вот момент, где она стоит.
аулия. И получается, вы можете здесь, каким образом мы можем остановиться, да? Вот здесь, где желтенькое, да, вот не хватает воздуха, все, мне нужно сделать остановку. Что я делаю? Я читаю аулия, здесь мы тянем на 4, так как мы все-таки видим, да, что здесь мат здесь стоит. Мы останавливаемся, тянем и на а делаем сукун, по сути. И далее, дальнейшее, да, чтение мы просто продолжаем. Следующее. Салла. Предпочтительное. Сотлям. Яй. Предпочтительнее. Продолжить. Но вы можете остановиться, да? Если вам дыхания хватает, то лучше продолжить. Если же нет, вы можете остановиться. Предпочтительнее продолжить. Называется саля. Вот пример, да? Смотрите, где стрелочка показывает. Вот так она выглядит обычно в мусхафе. Мы видим здесь слово «калля». Вдруг по какой-то причине человек, по какой-то причине неизвестной нам, человек хочет остановиться, он может это сделать. Но если же все-таки он может этого не делать, то лучше продолжить. Следующее у нас это джим. Остановка разрешена, и джим расшифровывается как джаиз. Абсолютно можете остановиться, можете продолжить. Скажем так, 50 на 50. Хочешь останавливайся, хочешь не останавливайся. Вот, допустим, пример. Вот здесь мы видим, здесь, правда, никак не подчеркнуто, но на 3-м аяте, да, вы можете увидеть здесь вот такой маленький джим. Это у нас сура Ан-Наср, 3-й аят, да? Я сразу вастагфир. Можем остановиться. Кто может продолжить? Продолжайте. Следующее у нас это ля. Ля. Вообще ля на арабском означает нет, да? Ля. Мы говорим ля иляха илля-Аллах. Ля. Не останавливаться. Не останавливаться, если вы остановились. По необходимости нужно вернуться и начать с предыдущего слова. Здесь примерно то же правило, которое говорил мне учитель. То есть берешь 2-3 слова раньше. Если вдруг остановилась, и ты не уверена, здесь смысл полный, неполный, чтобы не исказить, 2-3 слова раньше и продолжаешь. Вот здесь видим аяты, да, в которых мы видим как раз-таки вот эту вот буковку ля. Лям и алиф, да, ля, где останавливаться нельзя. Но если вдруг остановились, берем слова раньше. Дальше. Следующие значки. 3 точки. 3 точки можно остановиться на одном из 2 мест, обозначенных этими точками. То есть вы должны выбрать или на первом месте, где стоят 3 точки, или на втором месте, где стоят 3 точки. Но не на обоих. Останавливайтесь на первом, если хотите, или же на втором. Давайте рассмотрим пример. Пример Сурат Аль-Бакара. Давайте рассмотрим аят. То есть первый вариант. Ля ройб. Можно остановиться, да? Или же после фии. Фи тогда будет. Можем остановиться. Итак, мы с вами сейчас в общем поговорили о правилах остановки в середине аята, да? А теперь давайте рассмотрим, собственно говоря, остановку в конце аята. Когда мы останавливаемся в конце аята, обычно происходит изменение в огласовке, в харакяте, последней буквы этого аята. Замена всех харакятов на сукун. Допустим, на последней букве была фатха,
мы ставим на нее сукун, да? Если кясра, то же самое, сукун. Дамма, тоже сукун. Если танвин, ун, тоже ставим сукун. Ин, тоже сукун. Например, вот здесь у нас аят, да? Сурату Ан-Нас. Рассматриваем конец. То есть здесь написано «Аннаси», а мы же с вами будем делать остановку «Аннас». И так на каждом аяте, да, в конце каждого аята. Давайте рассмотрим следующее, да. А что, если наше слово заканчивается на тамарбуту? Как здесь мы будем останавливаться? Так вот, если все-таки слово заканчивается на тамарбуту, то мы точно так же ставим сукун, да, и в итоге мы читаем ее как буковку га с сукуном. Га с сукуном. Причем это будет абсолютно независимо, с какой огласовкой она будет стоять. Ан, ин, ун или а и у, неважно. Получается, давайте рассмотрим. Му-со-да. Му-со-да. 9 аят. Мумаддада. Как буковка га с сукуном. Неважно, какая огласовка. И вот смотрите, если же наше слово заканчивается на танвин с фатхой, да, и она пишется с алифом, то что же здесь будет происходить? Тогда мы будем удлинять наш алиф на 2 харакята. И сам танвин мы не произносим. Вот, допустим, да, у нас снова алиман. 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 А мы же будем останавливаться. Помните, да, у нас тема аль-вакф. Мы же будем останавливаться и говорить алима. И вот здесь вот мы немного протянем. Алима. То же самое. Хакиман. А мы останавливаемся. Хакима. И, в принципе, все. Это основные правила остановки, которые могут помочь тем, кто не знал об этих остановках. Пожалуйста, просмотрите все. Я намеренно записала в данных уроках данные правила. Вы можете остановиться, остановить видео и более еще раз перечитать для того, чтобы лучше понять, иншаллах, Аллаху мустаан, пусть Аллах облегчит вам понимание, знание. Помните, да, что кулюмаль амалю биннияти, все дела по намерению. Иншаллах, вы стремитесь, иншаллах, вам это обязательно Всевышний Аллах даст. Поэтому желаю всем хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.